Всем привет! Видео на тему «Нет работы». Я думаю, многие из вас видели подобные видеоролики, когда под словом «нет работы» понимается, что работы на самом деле очень много. Можете заценить, можно ли заработать на ТВ-4 на вот таком станке деньги. Вот он мой заказ. Это лишь первая часть. Здесь в мешках заготовки по 25 штук в мешке, 40 мешков, считайте сами. Заготовки выглядят следующим образом. Я уже как-то делал такие детали, постарался механизировать и упростить себе задачу, убыстрить процесс. В этот раз я постараюсь еще убыстриться. Во-первых, заказал не 500 штук, а сразу 1000. С меньше перенастроек станка будет и быстрее можно будет в конечном итоге сделать 1000. Вместо того 2 раза по 500 делать будет дольше. Материал не помню как называется, но этот пластик стеклонаполненный. Быстрорезом он не обрабатывается, быстрорез очень быстро тупится. Ну а твердым сплавом 500 штук я растачивал где-то один раз, перезатачивал всего лишь. Установил уже рабочий столик, вымеряю по уровню, чтобы все было удобно и практично. Потому что надо будет расположить здесь 1000 штук деталей. Все лишнее отсюда уберу. Ну, я вот уже, можете заметить, убрал все лишнее. Осталось только тяжелая вот сверлилка. Ну и тут кусочек пространства рабочего останется. Потому что залипну я надолго с этими делами. Я же говорю, только первая партия. Будут еще партии, предстоит сделать. Вот. Немножко усовершенствовал ТВшку для этих целей. Сделал фиксатор от перемещения суппорта. Ну, если сильнее зажать, он тогда еще жестче. Но все равно за счет передачи можно провернуть, за счет шестерней. Ну, а так он довольно жестко стоит. Вручную отверткой я так не затяну. И сделал еще фиксатор. Буквально за полчасика я его изготовил на фрезерном. Вот, упор ставится вот сюда. И что он делает? Оп, все, уперся. Здесь болтом зажимается, чтобы он не передвигался. И он крепко сидит на станине. А чтобы вот этими не упирался, а снизу, там вот есть тело, чтобы упирался снизу, сделано такое вот, здесь сделан пропил, тоже на фрезерном. Уже установил свою приспособу для обработки конических поверхностей на токарном станке без автоматической подачи малых продольных салазок. Также сделал столик, чтобы можно было сюда ставить детали, потому что их гораздо удобнее отсюда брать. Одной рукой берешь, и все быстро происходит. Я их наставляю вот так горкой. Еще просили рассказать, что же это такое. Что за фигня такая. В прошлый раз, когда я делал, я об этом не упомянул, потому что и мне не рассказали. Ну, сейчас я знаю. В общем, это шпуля, или катушка, или еще как ее не называй. В общем, она насаживается на конус, прижимается гайкой. И на нее наматывают пленку. Я так понял, для колбасных изделий. Какая-то пленка барабаном наматывается. Наматывается на огромной скорости, очень быстро. Поэтому детали не должны иметь биение. Потому что если они будут его иметь, катушку начинает очень быстро трясти. И она до конца не наматывается, гробится оборудование намоточное и так далее. Выложил все с мешков. Вот так выглядит 1000 деталей размером 100 на 80 мм. 100 это диаметр. Даже на то, чтобы разложить их, выложить на стол, ушло довольно-таки много времени. А под столом лежат мешки, с которых это все дело выкладывал. Было 40 мешков. Раньше весь процесс требовал 4 операции. Проходил коническую внутреннюю поверхность, потом проходил наружную, проходил фаски сразу 2 с одной стороны и сразу 2 с другой стороны. Так дело двигалось довольно быстро, все было разделено, плюс одновременно 2 фаски делалось. Но было 4 операции. Сейчас хочу сделать
чтобы операций было 3. Буду проходить коническую поверхность и одновременно вот заточил резец. Будет доходить до конца и делать фаски. Тоже сразу 2 фаски. Таким вот образом. Резец будет врезаться и делать 2 фасочки. Все здесь уже зажато, суппорт установлен, клин поперечной подачи тоже поджат. В общем, все уже мертво, можно приступать к работе. Осталось только выставить резец. Переточил с большого проходного, державка на 20. Сделал такой резечек. Сейчас попробуем, как оно будет в работе. Дополнительно подрезал кулачки. Сделал лишь выступ вот здесь. Ну, то есть, чтобы упиралась деталь только маленьким пояском. Потому что здесь есть облой с прилитье деталей. Здесь есть такой небольшой выступ. И получается, оно вот этим выступом все время цепляется. И деталь стоит, как Бог на душу положит. Сделал здесь выемку, и теперь она упирается именно ровной частью. Здесь облой по краю, он вот в эту ямку проваливается. Деталь гораздо жестче сидит и меньше биения. Припуск на обработку здесь очень маленький. И когда быстро переставляешь детали туда-сюда, можно ее плотно не прижать. Отвлекаться на то, чтобы еще выставить деталь, тут вообще времени нет на это. Поэтому проще подрезать чуть-чуть кулачки и спокойно дальше обрабатывать. Уже приспособился и погнал точить объемы. Пришлось немного модернизировать вот это устройство. Добавил еще одну функцию. При подходе к заготовке, чтобы снимать фаски, делаю так, что обороты этого устройства уменьшаются. То есть, допустим, сейчас вот он так вращается. Идет питание 12 вольт и реверс. Если нажимаю на педаль, сейчас я покажу, вот так 12 вольт, отпускаю, нажимаю на педаль и потихоньку оно тогда вращается, уже подводит фаски. Просто если резко фаски подводятся, может вырвать заготовку. Ну, в общем, сейчас покажу, как это все работает и как происходит процесс. Ставлю заготовку. Зажимать сильно нельзя, пластмассовая. Вот, и теперь на больших оборотиках растачиваю конус. Теперь бросаю рычаг, нажимаю на педаль и потихоньку подвожу, делаю фаски. Все. И отвожу малую продольную назад. Все, деталь наполовину готова. Здесь 2 фаски и расточен конус за один проход. Фаски делаю маленькие, потому что если сильно заглубляться, опять же, может вырвать деталь. Деталь идеально садится на конус. Педальку сделал из кнопок для НГФ, просто более ничего не нашлось у меня. Вот просто временно так постоянно прикрутил к 2 досточкам. А здесь оно на кнопку нажимает. Просто лист дюрали. Сильно изобретать тут времени уже нет. Надо гнать объемы. Поэтому сделал на скоряк. Буквально тут за 15-20 минут пришлось и придумать, и сделать. Потому что вырвала одну заготовку у меня. Вот так она выглядит. И сломала резец с твердого сплава, который я довольно-таки долго затачивал. Ну, он здесь был немножко слабый. Слишком тонко. Этот резец уже помощней. Тут его так просто не сломаешь. Но все равно заготовки портить нельзя. Все понятно. И таким макаром теперь нужно сделать всю вот эту кучу деталей. Пока что сделал вот. Уже полдня прошло. Пока настроил. Пока то да это.
Ну все вроде бы. Конуса все сделал. Прошло 2,5 дня работы вместе со всеми настройками, наладкой станка. После наладки все пошло довольно быстро. Что мы сейчас имеем? Вот такую картину. Здесь у меня немного не поместилось, маленькая кучка осталась. Ну а это все стоит рядом, уже готовая к следующей операции. Следующая операция будет проточка наружной поверхности, тоже 1000 поверхностей. Все удалось сделать с одной заточки резцов, резцы не затачивал. Все поверхности сделал с одной заточки. Это дело можно теперь убирать. Разблокировать суппорт. И вынимаем обратные кулачки. Теперь нужно будет зажать оправку, выставить ее как можно точнее по индикатору. Хотя там можно разгуляться 0,05 мм. Такой диапазон. Но все-таки желательно выставить как можно лучше. Для зажима вот этой оправки патрон придется немного доработать кулачки. Переточил кулачки, сделал выточки своеобразные в них. Те кончики пришлось срезать, самые удлиненные, которые вот в этой области. Ну просто чтобы иметь более мощный зажим, потому что раньше я зажимал за них, но они имеют больший вылет. И здесь буквально на одном витке улитки получалось все это дело зажималось. Сейчас кулачки практически, ну вот я не знаю, здесь наверное 2-3 витка улитки. Ну гораздо мощнее зажим. Выставился по индикатору уже. Видим, какое здесь биение. В пределах соточки. Здесь допустимое биение в пределах 5 соток. Так идет процесс. Приступил к обработке. Наконец-то форму резца подобрал, чтобы не наматывалась на патрон, а шла нормальная обработка. Стружечку нужно иногда в конце поймать, потому что при сходе она может начать обратно наматываться на деталь. Поставил упор. Теперь я четко доезжаю до конца с минимальным зазором. Когда я включаю подачу, сразу идет резание. Пришлось убрать болтик один, потому что когда резец подтупливается, стружка начинает запутываться и наматывается все равно на деталь. Вот, а так между перезаточками срок гораздо больше. Сейчас пока около 100 деталей и приходится перетачивать. Винтил такой гужон, посмотрим, как оно себя поведет. Пока что процесс идет очень весело, ничего не наматывается, все прекрасно режет. Уже несколько мешков стружки наточил. Здесь уже проточенные детали. За час удается проточить 67-69 деталей. Прямые кулачки, получается, выглядят теперь вот так. Оставил здесь место, чтобы можно было ими хоть как-то пользоваться.
Придется, конечно, купить новые кулачки теперь. Вот. Но оно того стоило. Для удобства зажима. Деталь была зажата плюс-минус 1/100, даже поменьше. Вот, чтобы было как можно меньше биения и как можно ближе к патрону. И как можно жестче, чтобы держалась вот эта болванка. Потому как если бы ее вырвало, было бы не очень приятно. Сейчас нужно ставить обратные кулачки. И делать оставшиеся... Что-то упало. И делать оставшиеся фаски. Вот эти тоже сразу 2. Пока пробовал деталь, то она вращается. Я пробовал, нет ли ямок. Стерся палец, блин. Вот теперь вот здесь вот тонкая очень кожа. И видно красненькая. Не знаю, за сколько оно зарастет. Вот, ну, такой интересный момент. Как-то неожиданно стало больновастенько прикасаться. Вот, стал пробовать другим. Почему пробовал? Потому что детали, они как бы граненые такие вот. Ой, и тут получается целое дело. Вот столько брака получилось. Объясню, откуда он берется. Этот брак. Ну, тут мелкие изъяны. Ну, во-первых, вот крупные выкрашивания. Ничего такого не должно быть по техзаданию. Во-вторых, вот две самые яркие такие, два самых ярких представителя. Здесь вот видно, что дошел до стертого, до вспененного пластика. Вот, ну, это уже ничем не обработать. Резец эту пену не берет, она все равно выступает и шероховатая. Вот. По моей причине только 2 детали я укосячил, которые вырвало, когда делал фаски. Ну, сейчас я кулачки обратные проточу глубже сюда, чтобы опять же крепче деталь держалась, чтобы ее не вырывало. Потому что еще много надо будет таких деталек точить. Ну вот, и они пригодятся, эти кулачки. Да и вообще хорошо, когда есть такие кулачки, которыми уверенно можно зажимать. Сделал практически под размер. Ну и до кучи сделал еще 3 маленьких насечки. Раз, два, три. Тут одна была заводская, крупная. Я сделал 3 небольших. Вот. Таким вот резечиком острым, расточным. Ну, чтобы еще лучше деталь фиксировалась в патроне. Я ее уже пробовал, следов не оставляет. Пластик очень жесткий. Можно зажимать довольно сильно. Из новшеств попробую фаски делать по упору. Сначала сделаю, отрегулирую. Правда, конечно, из-за разнокалиберности деталей вполне возможно, что по упору не получится. Главное все правильно настроить. Вот здесь вот уже видно, что угол немножко не такой. Было бы хорошо, если бы угол чуть более наклоненный был. Что тут не образуется тогда заусенец. Он здесь совершенно не нужен. Так, ну угол меня уже устраивает. Теперь можно пробовать ставить упор. Он у меня уже стоял, чтобы не заехать в патрон. Вот. Он упирается нижней частью в суппорт. И зажимается. Конечно, не сверхудачная конструкция получилась. Ну, пока им буду пользоваться. Просто, возможно, если бы какой-то ключ помощней, чтобы зажать, было бы лучше. А так он немного смещается. Надо бы на 2 болтах делать, как обычно делают упоры. Ребята, процесс пошел, завершающая стадия. Это только начало.
В дальнейшем скорость работы обычно повышается. Еще кто-нибудь уносил бы эти детали, чтобы не мешались. Что, по упору довольно-таки удобно работать. Не боишься грубануть. Кстати, про упор кто-то из подписчиков посоветовал. Так что, видите, прислушиваюсь даже ваших советов, ребята. Потому как очень часто дельные вещи ребята предлагают. Тут грех не прислушаться. Дело пошло веселее. Немножко разогрелся уже. Ну вот и все. Работа закончена. Доточил все детали. Здесь практически 250 штук. Куча. Еще не упаковывал в мешки. Здесь упаковано, но не замотано. Психом я все-таки не стал. Ну, надеюсь, и не стану, потому что еще много надо будет делать деталей. Здесь мешки уже запакованы, здесь 500 штук. Ну, осталось это запаковать, это уже быстрое дело. Вот. И можно звонить, пусть забирают это добро. Надеюсь, сразу следующую партию мне не дадут. И дадут немного передохнуть. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, постараюсь снимать и в дальнейшем интересные видео. Может быть, на этих шпулях заработаю немного на развитие мастерской, может удастся выделить. И на развитие видеоканала в YouTube. Потому что, ребята, снимаю для вас, чтобы вы тоже развивались вместе со мной. Мастерской еще нету года, но уже даже есть такие небольшие наработки. И иной раз попадаются приличные заказы. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всех благодарю за внимание. Всем пока.